Ошибка. Для каждого это слово имеет разное значение. Для кого-то это неудача, провал, очередной позорный косяк, а для кого-то это важный опыт, который поможет стать лучше в будущем, возможность стать лучшей версией себя, а для кого-то это урок на всю жизнь. Часто мы боимся совершать ошибки и стараемся избегать их, однако наши неудачи и промахи – это настоящие уроки, которые помогают нам расти и развиваться как личности. Сегодня мы поговорим о 4 причинах, почему так важно учиться на своих ошибках. Номер 1. Источник ценного опыта. Представь, сколько полезного опыта ты бы получил, если бы решился на все те вещи, которые в итоге упустил. Столько потенциальных возможностей окружает нас каждый день. Редко мы замечаем то, что может улучшить нас, но то, что вредит нам, мы замечаем сразу. Ценный опыт недоступен тем, кто боится. Ценный опыт недоступен тем, кто боится столкнуться со своим настоящим «я». Никто не говорит, что будет легко. Каждая ошибка открывает перед нами новую возможность учиться, анализировать и принимать более осознанные решения в будущем. Ошибки же большинством воспринимаются как удар по своему самолюбию и ценности в глазах окружающих. Осознай это, не существует человека, который бы не ошибался. Самые успешные люди больше всего совершали ошибок, впитывали опыт и становились лучше. Количество опыта равняется уровню твоего прогресса. Конечно, есть другие факторы, которые влияют, но опыт – это та единица, которая воспринимается нашим мозгом и впитывается как губка. Поэтому разреши себе ошибаться. Тот, кто не ошибается, тот не пробует. Номер 2. Развитие творческого мышления. Я уверен, что среди моих зрителей есть очень много творческих личностей. Некоторые из вас даже не подозревают о своих способностях. Учение на ошибках способствует развитию творческого мышления. Когда мы сталкиваемся с неудачей, мы вынуждены искать альтернативные решения и подходы. Творческие люди умеют думать. Таким людям свойственно анализировать свои неудачи и выводить закономерности. К сожалению, с приходом искусственного интеллекта дизайнеры, художники и другие деятели искусств могут терять работу. Искусственный интеллект, совершая ошибки в своих действиях и вычислениях, в каком-то смысле тоже набираются опыта. Творческое мышление помогает развить такие качества, как гибкость и креативность, навык нахождения нестандартных и инновационных путей к достижению результатов. Искусственному интеллекту пока это не по силу. Номер 3. Стимул к личному росту. Совершая огромное количество ошибок, тебе открывается вся картина слабых сторон и вещей, над которыми нужно работать. Именно тогда ты можешь эффективно действовать, параллельно стимулируя себя для личного роста. Процесс учения на своих ошибках помогает нам развивать самодисциплину, устойчивость к неудачам и настойчивость в достижении поставленных целей. Ошибки – это как XP в играх. Чем его больше, тем больше и положительного опыта, тем быстрее ты вкачиваешь своего персонажа. Однако, не каждый рвется желанием играть в игру под названием «Жизнь». Многие вынужденно выбирают одиночество или обычную жизнь. Одиночество полезно, и оно необходимо в твоем становлении. Однако, если ты чувствуешь, что хочешь быть с людьми, завидуешь их легкости и общительности и хочешь так же, тогда тебе нужно работать над собой и совершать ошибки. Некоторые же люди видят всю гниль, которая скрывается за равноправно-потребительской оберткой общества. А-ля «вкалывай больше, чтобы еще больше потреблять». Бесконечное потребление не поможет тебе в становлении. Единственное, что ты можешь потреблять бесконечно, это ошибки, которые ты переваришь в полезный опыт и навыки. Запомни это. Номер 4. Расширение зоны комфорта. Зона комфорта – вещь непостоянная. Ты можешь много работать над расширением ее границ, но как только ты позволишь себе расслабиться, она резко начнет сужаться. Конечно, ошибки и их преодоление помогают расширить зону комфорта. Когда мы преодолеваем неудачи и извлекаем уроки из них, мы становимся более открытыми к новым вызовам и возможностям. Мы перестаем бояться риска и становимся готовыми к принятию новых вызовов, что способствует нашему личному и профессиональному росту. В некоторых случаях зона комфорта сужена до границ подъезда или комнаты. Такие критические ситуации необходимо решать с психотерапевтом. Однако преодоление страхов может быть лучшим помощником, и проблема заключается в том, чтобы перезаписать в мозге реакцию страха на реакцию уверенности или спокойствия. Повторяя снова и снова, ты обретаешь силу, которая может помочь тебе выбраться из тяжелого положения без помощи врача. Твоя настойчивость и готовность продолжать двигаться вперед, несмотря на страхи и ошибки, способна свернуть горы. Так чего же ты ждешь? Сегодня идеальный день для совершения ошибки, которая может изменить все. Чести и удачи!